Так, ну что, друзья, доброго всем дня турецкого. Смотрите, у нас уже сезон начался. Конец февраля у нас, но получается, на самом деле, ощущение, что как весна, уже птички поют, и на пляже, видите, тоже птички как поют, сколько людей. Погода хорошая, все идут на пляж. Ну, сегодня тоже с мамой, с Полей выбрались на пляже. Папа, яхта огромная. Да, корабль. Вот кто-то даже уже купается. И как я говорил раньше, что у нас все еще лето продолжается зимой, да, там в начале, в середине иногда даже. А сейчас у нас конец зимы, а здесь уже весна. То есть раньше начинается сезон. Сегодня у нас воскресенье, в Турции полноценный выходной. Так что вот иногда некоторые работают, а уже все отдыхают. Если все выходят на набережную погулять, ну толкучки нет. Знаете, как бы нормально так. Просторно, я бы сказал. Сейчас у нас день уже. Прогноз сегодня 15 градусов. Что-то ощущение такое, что все 25. Кофту точно надо снимать, ветра вообще нету. И вот так вот народ отдыхает. Мы так в ближайшее место парканулись и пойдем здесь где-нибудь сейчас расположимся. Сейчас смотрите, какой мелкий песочек. Мелкая галька, точнее. Сейчас здесь расположимся. Давайте сразу вам заряд, как всегда, морских темных эмоций. Вода кристально чистая. Мой геморрой сейчас никак не проходит. Поэтому я заныр-проныр делать не буду. Даже градусник не брал. И ноги не мочу. Красота, да? Давай, заряд пены. Я пены почти. Ну, не знаю, сколько народу дальше. Смотришь, кажется, что пляж полный. Вот рыбаки сюда. А тут мы сейчас плюхнемся. Пришла мама. Теперь будет она купаться. Пока я с гайморитом хожу. Но надо плавненько, на самом деле, сначала обливаться, а потом уже заходить, чтобы организм привык. Че, мам, не холодно? Не холодно? Нет, я поплавала. Мама не остановится, как и меня. Так, ну что, я, походу, дела совсем оттурчанился. Термосом на пляж пришел. Все турки, они любят все время чай пить на пляже. Вот и я также, тот Айсигрин мне подарочек сделали. Сумка, кстати, тоже айсигринская. У нас будет такой легкий пикничок, да, понял? Только папа забыл стаканчик. Да, так я забыл стаканчик. Здесь один только есть, вот так вот у нас открывается. Вот. И кто из этого стакана будет пить? По очереди. Окей. Зарядка где? Сегодня первая, маленьким надо выступать. Выступать, то есть. Сколько лет живу, сюда ни разу не ходил, ну сколько лет, 1,5 года практически скоро будет. Здесь под мост, всегда поверху ездил, а сюда ни разу не спускался, всегда хотел. Сейчас пришли сюда, здесь очень много палок, то что нас ни разу. Летом, когда все пересыхает, здесь прям ходить даже можно, здесь не остается речного прохода, скажем так. Прикольно, здесь ощущение, как на озеро какое-то приходит. Такое мини-озеро с горной водой. Вон какие прям бамбуковые палки находим, можем трубки делать. Тут такое ощущение, что море втекает в речку, а не в речку, в море. Но на самом деле там есть течение небольшое под водой. Оль, холодная водичка еще, зай, выходи. Очень красивое место, мне вообще нравится, надо на сабборде надуть и поплавать здесь. Туда прям вообще к чайкам. Вот она пришла, собака-водолаз. Ее часто видно, он все время здесь стоит. Кстати, долго стоит, и ноги у него, лапы не мерзнут. Тебе не холодно, Эль? Все мокрое. Трясется, главное, и стоит. Вот какие здесь красивые волны, да? Рыбку ловит. Собака не голодная. Мы ее хлебушка дали. Не ест. Скажи, колбасу давайте. Колбасу давайте. Дайте колбасу. Колбасу давай. Пряник медовый. Тоже не хочу. Кстати, лайфхак такой, если ветер поднимается, сейчас немножко поднялся такой прохладненький. Идешь туда к забору, садишься. И даже песок горячий. И здесь ветра нет даже. Если он оттуда дует, здесь очень мало ветра получается. Теплее. Сегодня приехал смотреть квартиры. Тут, кстати, некоторые квартиры подходят под ВНЖ от 145 тысяч. Начинается ценник. Вот, можно, в принципе, сразу же оформлять ВНЖ. Показывают 75 тысяч в таком.
Вот еще есть вилла, кстати, под гражданство. Если кому надо, там 645, по-моему, тысяч цена у нас за виллу. Очень уже смотрю варианты и вам заодно показываю все. Такие комплексы все с бассейнами, вся инфраструктура, сауна, тренажерки, фитнес. Даже корты есть, видите, теннисные, волейбольные площадки. Так, те квартиры, которые от 145 тысяч, там еще и рассрочка есть, можно 50% внести и 50% потом. Но топу выдается при полном расчете, что все сразу внести. Можно, кстати, еще и скидку сделать небольшую. Так, это у нас райончик Алтын-Таш. В принципе, самая практически близкая локация. Здесь 3 километра до моря. Так, видите, дальше все строится. Тут Рэдисон будет, гостиница тоже очень такой будет. Хорошее топовое местечко. Давайте я вам быстренько квартиру покажу. 1+1 от 145 тысяч. Здесь идет туалет, там душевая кабина, уже даже свет есть, но все еще в стройке, видите, стройматериалы. И здесь комнатка, один балкон, там выход на другой балкон. Здесь у нас кухня, гостиная. И здесь балкон тоже не маленький, можно застеклить и там себе комнатку сделать. Южная сторона, вид на бассейн. Под инвестиции вообще интересный вариант. Еще есть 2+1. Так, а вот 2+1, 182 тысячи стоит. Здесь у нас кухня-гостиная, тоже балкон, тоже южная сторона. Сейчас будет еще и другая сторона. Это все будет тройка, духовой шкаф, вытяжка. Все как обычно. Так, здесь у нас санузел. Здесь у нас раз комната и 2 комнаты. С балконом. И туда еще на северную сторону вид. Кондиционеры, все тоже есть, видите, здесь на тебе стоят. По инвестицию интересный вариант, тоже смотрю. Так, и опять строечка. Стройка уже завершенная. Здесь от 170 тысяч квартиры остались. И прям сразу можно ВНЖ получать. Официально, легально. Все как положено себя делать уже. Отделочные работы. Так, здесь у нас 1+1 уже попросторнее. Прям ощущается. Здесь есть гардеробная комната. Сейчас я вам покажу. Так, это у нас кухня-гостиная с балконом своим. И комната, видите, какая тоже просторная. Там еще французский балкон, а здесь туалет. Душевую кабину. Видите, как видите. Есть вид повыше, там прям здесь 5-этажное здание перед нами стоит. Есть еще 6-й этаж, по-моему, свободный остался. То есть там прям панорама обалденная. Я прошу вас показать. Ну, здесь на бассейн тоже неплохо. Здесь будет фитнес, сауна, ежик в тумане, мой любимый. Так, и 2+1. Здесь 76 чистыми уже метров. От 220 тысяч, по-моему. Это в этом комплексе есть комплекс, который подешевле еще. Так, комната еще. Как кондиционеры тоже все есть. Ванная. Еще одна комната. Здесь еще гардеробная комната есть. Эти даже шкафы не надо покупать. Так, еще туалет. Хозяйский санузел. Приятный холл такой, видите, большой здесь, естественно, когда подсветочка, все будет очень интересно. Так, а вот смотрите, вот такой объект есть, здесь небольшой, я потом, может, где-нибудь фотки покажу, как это все выглядит, будет там дальше будет зона вилл, вот, и здесь 1+1 от 125 тысяч евро, и можно сразу же получать топу, уже прямо сейчас, вот, 75 тысяч показывает, и получать ВНЖ. Вот так, вот очень красиво смотрел проект, как все это будет выглядеть, виллы туда пойдут, такая фасад очень красиво сделана будет отделочка. Так, ну и конечно, как всегда, заезд на мой любимый пляж протяженностью 4,5-5 километров. Лары, узнал местечко, там отель Клаб Сера, здесь сама набережная. Конечно, наверное, когда райончик тут застроится, тут будет вообще куча кафешек, но сезонно так несколько кафе есть, вот, но не сильно развито, потом все разовьется, мангальные зоны. Так здесь пахнет шашлыком, хочется сразу мясца взять и пойти его зажарить. Просто обалденный запах. Это все мангальные зоны. Сейчас заехали в русский магазин Валет Гурме. У нас здесь хочу рыбки взять. Вкусный. Вот смотрите, тут и сметана есть, и
скумбрия, холодного копчения, горячего. Вот сейчас возьмем себе сырчик. Мы с мамой сейчас рыбки поедим. Сырники здесь даже продаются. Сметана 20%. Колбаса тут есть. И скумбрия. И это точнее как шпроты есть. Сгущенное молоко, все есть. Так, еще много всего, конечно. Часть тут турецкого производства, часть импортная. Скажем так, вот салатики всякие можно купить, очень вкусные. Здравствуйте. Плов, колбаска, нарезка, обычная, сосиски. Вот, и что-то турецкого качества, но приближенное к заморским, к нашим российским, скажем так, стандартам. Крабовая палочка, здесь еще колбаска. Пельмешки тут тоже есть вкусные. Всякие банки, тут пельмени 78 лир стоит, скумбрия в районе 50. На что вот видишь, цены говорю, я так вот, надо разглядывать. Вот смотрите, конфеты есть, типа коровка. Написано не по-русски, коровка. Аналоги. Квас еще взял 34 лиры. В общем, что забивайте вот так вот, прям валит гурме на карте. Приезжайте. Я себе взял пакетик вкусняшек разных. На самом деле цены нормальные. На 4, если что, умножать. Вот такой сейчас курс. Вон апельсины бесплатно. На деревьях везде. В Турции растут. Телевидение везде подключают. Говорим по-русски, в общем. Все адаптирует. Так, сейчас пришли домой, дайте я вам покажу, послушайте, как поют птицы. Что-то где-то вот дня 3 назад началось, это значит, что весна. До этого зимой тихо было, птички мало пели. А если дождь пройдет, то вот там вот из соснового леса такой вообще стоит перезвон птичий. Класс, да? Вообще прям жарко, на балкон выходишь в футболке. Прям лето, я говорю, весна прям ранее, скоро все расцветет. В общем, зима прошла очень быстро, что-то прям незаметно. Декабрь, январь, февраль. Как-то прям все пролетело незаметно. Я даже не успел это соскучиться по лету. И надо это, что, в Саклакент съездить. Горнолыжный курорт обязательно успеть в этом году. Что-то как-то видите, времени нету. Даже в Саклакент к снежку сгонять. На сноуборде, на лыжах покататься 40 километров до туда. Можно уже разворачивать стол сюда поближе к солнцу и садиться так, трапезничать, кушать рыбку на балконе, обедать, все что угодно. Я обожаю, конечно, обед на балконе. Сейчас рыбки поедим. Холодного взял копчение и горячего. Так, сидим с мамой, кушаем. И у нас тут гости пришли, козы и козлы черные. Сейчас я вам на телефон подсниму. И сюда потом вставлю, посмотрите, потому что так не видно, надо очень сильно зумировать. Вон не ходит, видите, да? Сейчас вот и... Оп. Сейчас сниму на телефон, покажу. Доброго всем денечка. Сегодня выползли погулять. У нас здесь есть такой парк рядом с рекой Буачай. Я его ни разу не показывал, потому что сам здесь очень редко бываю. Вот. Мы сегодня вышли, мама уже позагорать успела с утреца. И мы днем небольшой пикничок устроили. Смотрите, как здесь классно, такая смотровая площадка есть. Там чаечный остров. Чайки, вон остров. Вот они тут поют красиво. Ветер так поддувает, сейчас может забивать немножко. Поле, это не море, это речка. Боль, говорит, море. Речка, видишь, оттуда течет с гор. И вот так течет и впадает в море. Там уже прозрачно. Да, речки есть. Вон там еще одна речушка вытекает. Вон туда. Там у нас море получается, здесь такая гуляльная улица, парк. Здесь, кстати, можно пикничок делать, внизу люди сидят. Зарядочка даже подзарядиться, Wi-Fi есть. Или просто погулять. А вот там, смотрите, такие в камнях. А летом здесь, судя по всему, такие фонтаны льют. Охлаждающие, все из подсветочки. Детская площадка тут большая. Сейчас выходной, народу много, мне кажется. Потерять ребенка можно. Видите, карусели, качели таких интересных. Красиво, да, мам? Здорово. Вообще, я даже не ожидала. Нравится тебе в Турции? Сколько ты же, 2 недели тут? Ну да, я бы, конечно, жила?
Еще бы как жила. Так без вас мы бы тут не прожили. Без чего? Без нас? Да, без Почему? молодых. Ну ты сейчас сама Очень ходишь. много мозгов надо. Там Ходишь, гуляешь сама. всякие подключения к интернету, эти Ну это все всякие мелочи. Один раз телефон, подключил. сим-карту менять, все Ну, это. все, один раз Бабло сделал и все. надо иметь. Да ладно. Тут не так дорого. Не-не-не. На одну пенсию тоже, это надо дать что-то где-то еще доход. Какую Почему? квартиру в Москве Мне кажется, на сдавать. пенсию спокойно можно жить. Не знаю. А как она будет приходить? А, ну может Ну, так, все, да. есть способ Ну, перевода. если скромно, то может всякие деревья красивые. Да ладно, скромно. Здесь, ну что ты хочешь сказать, что здесь продукты дороже, чем в России? Многие говорят, что подорожало. Раньше было Ну ты вот дешевле. видишь сама, фрукты, овощи. Не, нормально, не как в Москве, но люди уже говорят, местные Не, ну приезжают. цены везде растут. В Москве вообще там так выросли, еще больше. Что ты Слушай, хотела там гора сказать, прям Зай? вся в снегу. Друзья, напишите в комментариях, кто знает, почему бывает белая трава. Белая трава? Я как-то там видел. А, ну на солнце, наверное, выгорел. Ой, еще спортивная площадка есть. И кто-то мне говорил, что здесь есть турничок. А, вот на спортплощадка. Турник-то где? Говорили мне, что он здесь есть. А, ну, наверное, что типа это, но это толстые такие брусья. Перекладина толстая, за нее хвататься и заниматься. Беда с турниками в Турции очень мало вообще, прям редкость. Брусья, да, все есть. А чисто турников, чтобы покрутиться, как я люблю, нету. Давай. Аккуратно только. Мам, ты мне это расскажи, то так это сказала, что здесь дорого. Что, здесь дороже все это, овощи, фрукты? Нет, не мясо? дороже. Я говорю, что если вот пенсионеры, мы вот с Виталькой, да, допустим, приехали вся, без вас, вот без молодых, крутить мозгами надо. Нет, Я это имею в виду понятно. вот А эти по всякие- ценам ты говоришь, что здесь Не, дорого? по ценам не, нормально. Сколько там в нормально. Москве сейчас помидоры стоят? Нет, во-первых, тут они другие овощи, фрукты. Ну да, по вкусу все другое. вкуснее, во-первых, свежее. И курица, и все. Выбор большой, да. Ну и дешевле. Ну, получается дешевле, да, и качественнее. Даже овощи, фрукты, вот куры, Насколько дешевле? молочка Там очень помидоры, вкусная. огурцы. Ну как насколько? На значительно, несколько раз. По мне мясу кажется. примерно одинаково, да, наверное? Нет, Курица да подешевле. мне Даже кажется. яблоки, я вот сказала, что-то они все равно, у вас вот импортные вот эти яблоки, они приравнены. У нас Как, есть. где вот 10 лир на рынке яблок? Ну, это сколько на русском? 40 рублей. А, А в Москве у нас сколько? 2,80 мы смотрим, ну берем там пятерки, то в экономах. Пятерки, там Дикси мы берем. Ты, наверное, еще в курсе до конца ориентируешься, поэтому... Ну, может, сравнить где не там, можешь. где доллары, где на русские, поэтому... На Да, рубли да, переводить, да, да. напрямую. Честно говоря, ну, самое главное, что природа, конечно. Ну, природа, да. есть. Горы, воздух, море, вот это, конечно, Тепло. даже главнее, чем, мне кажется, еда. Да. Как, вот именно их атмосфера такая, все цивильно, все продумано, все для людей, вон, все, парки, все. Ну, я считаю, очень следят они, конечно. Молодцы, да, все Газоны все ухожено. поливают, убирают, молодцы, прям, они трудяги, мне кажется. Да. Поль, давай, слезай, пойдем дальше. Так, а вот тут еще речушка течет, которая туда же впадает. Даже мини-водопадик, я это место называю, такой. Пикничок здесь, да, устроить, мам? Пришел, посидел. Вон, смотри, Поль, кошка пришла. Это кошка? Или это собака? Ты боишься, не бойся. Собачка, да? Мохнатая. Вот собака тоже, как и мы, любит смотреть на воду. Стоит, смотрит. А, кстати, много-много мелкой рыбешки. Коль, ты устроилась на камушек? Блин, обожаю речки вообще. Так они успокаивают, так придешь, сядешь. Готов? Давай, мы нашли спящую такую, которые камни просят, чтобы ей кидали. Она их ловит и в воду куда-то складывает. Все, она потеряла пол камень, давай еще бросай. Бедно, она не знает, как этот камень взять. Вот. Передом бери, передом, вот. Передом бери. Вот, смешная. Собачка. Вот, взяла. Ой. Молодец. Вот пришли сейчас на рынок, 10 лир перец. В Москве сколько вам стоит перец? Рублей 250? Папа, Рублей 250, а это получается 40 рублей. Вот тебе для понимания разница в цене. Апельсины тоже по 40 рублей. Для сравнения. Я вам часто показывал рынок, сейчас не буду уже снимать. В прошлый раз показывал. Ага. Сколько штан трогает. Сколько картошка. Сегодня какой день, все по 10.
груши по 10. А, ну вот сливы по 15 лет. И 4 умножаем сейчас, вот такой вот курс. 60 рублей получается. Ну, если 10 лет, тут 40 рублей. Сейчас курс 3,9, то есть конвертация небольшая. Ну, он есть даже по 8 лет, еще дешевле. Картошечка 6,50. Так, 6,50 это где-то 25 рублей получается. Так, ну что, ребятки, у нас с вами конец февраля. Погода вообще классная, как летом. Футболки хочешь, показывает 22 в машине. Ну, на солнце, наверное, все 30 ощущается. Но вот видите, до сих пор снег лежит. Вот я сейчас приехал в Тапу, регистрационную палату, у меня тут есть дела. Иду и смотрите, вот снег, пальмы, все как обычно. Да? Я на самом деле вначале не понял, что происходит. А потом немножко догадался, что вот здесь вот магазин, и они оттуда просто вывалили снег, там из-под рыбы или еще из-под чего-то. Ну, очень необычно, конечно, смотрится прям там. Снег и пальмы. Ну что, доброго денечка всем субботнего. У нас прошла неделя. Приехали на пляж. Опять небольшой пикничок устроили. Но вот сегодня погода немножко. Всю неделю было солнце, жара. А вот в субботу тучи притянули. Там в Хмере, по-видимому, вообще дождь идет. Ну ладно, все равно тепло, так кофту накинул, сидим. Слушаем звуки моря, заряжаемся. Эти видео у нас какие-то получаются как пляжный сезон. Сегодня новый день, воскресенье. Доброго дня всем. Смотрите, сколько народу на пляже. О, прям смотришь, сезон. Это у нас сейчас утро практически. Там еще 11:45, 11:54. И народу вон сколько. Сейчас днем вообще, наверное, весь пляж забьют. В общем, такой у нас пляжный, да, сезон в видео получается. Так и назовем, да. Пляжный сезон открыт. Я с удовольствием бы сейчас искупался, но мой гайморит вот только прошел, буквально вот там вчера уже лучше стал. Я сейчас очень боюсь нырять, потому что я знаю, что он опять полезет. Я до этого уже проходил. И я пошел в холодный душ, пару раз сходил. Я люблю контрастный душ принимать. И все, он мне опять обострился. И еще такой, ну, тяжелее стал, такой глубокий. Я ходил, с мак ходил. Или антибиотик брызгал, и все уже. Давайте с вами заряд морских эмоций, как всегда, воскресных. И пойдем все-таки померим температуру воды. Надеюсь, с окунанием ног гайморит не проявится. Водичка кристально чистая. Кто-то купается прям вон далеко. Вот. Я бы, конечно, тоже с огромнейшим удовольствием сейчас туда занырнул. Прям просто с большим вот стою. И вообще не холодно. Этот Яндекс показывает 17 градусов воды. Но мы сейчас давайте с вами замерим и посмотрим, сколько у нас на нашем градусе. Ой, что-то он там... ну он, конечно, здесь надо туда глубже уходить. Но я когда захожу, у меня шорты мокнут. Что-то, конечно, многовато. Он показывает. Сейчас 18,6 показывает. Надо, знаете, как сделать? Наверное, его туда бросить. На паузу вас поставить и замерить. Да, ну я все долго держу уже. Я уже тут все окатило. 18,5 показывает. Теплая вода. Можно забегать и нырять. Где-то тоже наши тут все. Да их раздевать, а то они что-то в кофтах пока. Мам, вода 18,5. Пойдешь? Да. Купаться? Да. Я пойду. Ну надо плавно начинать обливаться сначала. Да. Вот так вот себя раз. И нырять. Потом. Я пойду. Ты пойдешь, ну ты всегда первый пойдешь. Я тоже сейчас пошел. Все, мама пошла купаться. Сначала обливайся просто, организм привыкнет, а потом купаться. Не холодно? Ты прям смелее водой на себя брызгай, прям шух. Заливай. Я купальник один. Купальник нет, тогда надо переодеваться, потому что потом холодно. Когда охлаждает тело мокрым купальником. Все, сезон открыт. Это я скажу, когда занырнул сам. Я всю зиму купался, кто смотрел, видели, постоянно плавал, буквально последние месяцы за гайморита. Что? Вот сегодня опять пикничок. Ну, аккуратненько намоти и выходи обратно. Так, вот пикничок у нас опять, в общем, сезон. Пляж у нас будет в этих видео. Так, вот закусочку нам принесли. Семиты свеженькие. По 10 лет семит получился. Я на самом деле не знаю цену, первый раз покупаю. Ну, нормально, наверное, цена на пляже. Так они лиры 5, наверное, стоят. На улице где. Вкусненькие. Очень. Они очень свежие должны быть и очень-очень вкусные. 40 рублей на наши, если считать. Блин, чего хорошего. Ну, у меня было только 15, потому что еще крупные только были. Он сказал, не проблема, он еще 15 взял.
за 15-20 минут. Бабушка, ты меня с ним спасла? Да. Как он носит, да, интересно, на голове, там и челма снизу, чтобы не падал. Очень вкусные пимиты прям у нас. Он говорит, индейец. Обед с Не семитым индейец, а индус. Он говорит, индейец. У тебя не осталось чекушки? Осталось. С чайком вообще обалденно. Так, пока мы сидели, небольшой ветерок поднялся. Идем прогуляться. Видите, сколько народу, все сидят. Сейчас многих поддувает ветерком. Ага, как-то в первой половине больше тепла получается, а потом вот почему-то ветерок приходит. В общем, идем сейчас прогуляться на набережной. Сняли самокат Никите покататься, Полина свой. Поехал. Надо турецкую карту иметь, чтобы покататься. Российская не работает. Тормозить, там две ручки, передний, задний тормоз. Да. Газу дал и Как машина, поехал. что ли? Хочешь попробовать? Нет, я не. Там реакция. А что, будешь на самокате? От дома можно на море ездить. Нет, это с таким движением я из угла какой-нибудь этот доставщик. Доставка пиццы выскочит. Доставка, да. Да, они тут любят летать. Сегодня воскресенье, сегодня больше всего народу. Никто не работает, видите, все отдыхают. А вы, наверное, уже в этом парке, в этом видео, да, видели? Тогда все, отключаемся. Что, одно и то же пока. Вообще на самокате очень прикольно, мне нравится. Взял у сына покататься чуть-чуть.